очередной бесполезный день в моей жизни. И вот мы смотрим на новенького флагмана 360, который моргает своим хитрым глазом, и прямо чувствуется, что он пытается нас обмануть, не так ли? Не пытайся меня заболтать и не строй из себя модельку премиум класса, коварная S10. Где твой лидар? Но все подозрения напрасны, потому что лидар у этого робота действительно есть. Просто он скрыт под лицевой панелью и сканирует вот через эту прорезь. Производитель говорит, что при такой конструкции высоту корпуса удалось сократить до 85 мм. Это на 1,5 см ниже обычного робота с башенкой. Еще у 360 S10 есть датчик для определения предметов, приложение с 3D-картой, мощный мотор и куча всего еще. И все это за 26 тысяч рублей. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому погоняем робота по тестам и разберемся, чего он стоит на самом деле. Начнем с комплектации. Внутри простой коробки нас ждет кое-что интересное. Тяжелый и очень презентабельный робот-пылесос. Мощная док-станция с прорезиненными ножками. Адаптер и примерно 10 тысяч съемных вилок для розеток любого типа. Швабра с установленной салфеткой. 2 запасные салфетки, чтобы можно было помыть всю квартиру. Краткий мануал, который никому не нужен. И очень полезная инструкция на русском языке. Если что, ее всегда можно заткнуть под шатающуюся ножку стола. Комплектация не самая богатая, но есть хотя бы 3 салфетки, что уже неплохо по современным меркам. Теперь можете ознакомиться с характеристиками пылесоса. Пока они висят на экране, можете сразу поставить лайк и подписаться на канал, где вы еще узнаете всю правду о роботах-пылесосах. Теперь познакомимся с 360 поближе и сразу же начнем с замеров, ведь именно для этого мы здесь и собрались, не правда ли? Диаметр обычный 345 мм, а насчет высоты производитель не соврал, действительно 85 мм. Так что спокойная жизнь кота закончилась, теперь робот его достанет и под диваном, и под шкафом. В целом же дизайн более-менее привычный, таблеточный корпус, глянцевая крышка, которая покрывается пылью настолько быстро, что даже невозможно ее красиво сфотографировать. Из-под бампера выглядывает щетка. Перед крутым, но в целом бесполезным окном индикатора находятся кнопки «Пуск, пауза» и «На базу». Обычно в этом месте я рассказываю про тактильный датчик лидара, но в данном случае это не актуально. Лидар находится под лицевой панелью и сканирует местность через прорезь в бампере. Вместо привычных ИК-датчиков там вмонтирован 3D-датчик с внушительной надписью AI Power 3D Vision. Действительно ли он AI и насколько он Vision, узнаем в ходе тестирования. Но тактильные датчики производитель оставил, в крайнем случае пылесос будет действовать на ощупь. Под крышкой находится птичка для обслуживания и отсек для пылесборника объемом 500 мл. Чтобы его достать, нужно всего лишь потянуть за складную ручку. 360, как всегда, внимательны к деталям. Во впускном отверстии имеется шторка, чтобы мусор не высыпался в воздуховод. Опустошить контейнер можно одним движением, просто нажимаем на волшебную кнопку и днище открывается. Но злоупотреблять этим методом не следует. Иногда все-таки нужно брать кисточку, чистить сетку и продувать HEPA-фильтр. Также под крышкой размещается кнопка перезагрузки и Wi-Fi индикатор. Сзади в отдельный разъем устанавливается бак на 520 мл. Здесь опять-таки производитель постарался. В затычке сделал дырочку для воздухообмена, придумал ручку с фиксатором и установил насос в корпусе пылесоса, чтобы не занимал место в бачке. В плане рабочих аксессуаров все традиционно. Клеммы для зарядки, кстати, они круглые. Пользы никакой, но выглядит прикольно. Поворотный ролик с датчиком вращения, мощные колеса, боковая щеточка с длинными поводками, 6 датчиков падения, как у большинства роботов с распознаванием предметов. 2 дополнительных датчика у колес нужны, чтобы робот безбоязненно сдавал назад, если это потребуется. По центру плавающий раструб. Рамка стандартная с разделителями и скребком. Турбощетка закреплена дополнительным фиксатором. Видимо, чтобы она не болталась в раструбе и лучше контактировала с полом. Щетина густая, ламели средней жесткости. Сделано добротно, оба торца снимаются для удобства обслуживания. Вода на швабру поступает через 3 отверстия. Стандартная система, при которой края микрофибры намокают не очень хорошо. Сама швабра вставляется сзади. Она снабжена магнитом, по которому робот определяет ее наличие, и подпружиненными кнопками, прижимающими ее к полу. Салфетка крепится на липучке и в паз. Еще я забыл рассказать, что у этого робота есть датчик определения ковров. Довольно крутая штука, помогающая определять ковры и добавлять их на карте в приложении. Эту технологию 360
360 подрезали у флагманов Roborock. Док-станция, как и пылесос, радует качеством исполнения. Вилки в адаптер вставляются на фиксатор. Быстро вставляется, быстро снимается. Док-станция классическая, L-образная с короткой парковочной площадкой. Впереди зеркальная панель, сверху изящный индикатор. Сзади кабель-канал, куда можно сложить излишки шнура. В общем, сделано мое почтение. Производитель продумал каждый нюанс. 360S10 выглядит вдвое дороже, чем стоит. Приложение тоже продуманное и удобное. Называется 360 Robot. Устанавливать просто. Регистрируемся, добавляем наше устройство. Следуем подсказкам на экране, вводим параметры сети и ждем завершения соединения. У меня установка заняла пару минут и не вызвала проблем. Потом я запустил уборку, и робот построил точную карту. Вот она отображается на основном экране. Кстати, первый раз пылесосить не обязательно. Можно просто включить режим построения карты. 360 быстренько просканирует все комнаты и сразу покажет результат. Всего в памяти хранится до 10 карт, так что у каждого этажа в вашем особняке будет собственная карта. Переключаться между картами можно в отдельной вкладке. Еще можно поменять вид карты. Возможно, в 3D-проекции вам будет проще ориентироваться. Тут же на основной вкладке можно отрегулировать смачивание салфетки. Обратите внимание на автоматический режим. В нем 360 выбирает интенсивность подачи воды в зависимости от напольного покрытия. На плитке больше, на ламинате меньше. Можно выбирать тип уборки. Сухая, влажная, комбинированная. Количество проходов 1 или 2. Сохранить текущую разметку. Например, если вы нарисовали дополнительную виртуальную стену и хотите, чтобы она зафиксировалась на карте. Помимо виртуальных стен можно добавить запретные зоны для сухой или влажной уборки. Из особенностей здесь есть контекстная справка для чайников, а конфигурация виртуальной стены может быть произвольной. То же самое касается и запретных зон, которые могут быть, например, круглыми. Приятно, что производитель позаботился даже о таких нюансах. Для переключения силы всасывания предназначена кнопка внизу. Особого внимания заслуживает вкладка «Комната». Здесь можно определять порядок уборки комнат или оставить это на усмотрение пылесоса. Настраивать всасывание, смачивание и количество проходов для каждой комнаты, 1 или 2. Еще парочка интересных возможностей открывается в редакторе. Уборка прихожей как по горизонтали, так и по вертикали. И уборка кухни и ванной в последнюю очередь. Интересно, определяет ли пылесос тип комнаты самостоятельно? Но во всяком случае можно помочь пылесосу и обозначить комнату вручную, а заодно и указать тип напольного покрытия. Эта информация нужна для режима автоматического смачивания салфет. Еще одна интересная вкладка – назначить секторы уборки. Здесь предлагается обозначить на карте проблемные зоны, чтобы потом отправлять туда робота одним щелчком пальца. В дополнительных настройках дублируются функции с основного экрана, но есть и новые возможности. К примеру, настройка поведения на коврах, перекрестные зигзаги, повышение силы всасывания и автоматическое распознавание. Еще есть история уборок с анимированным маршрутом движения. Планирование работы по дням недели в разных комнатах, выбор голосового пакета, ворчливый и любезный. Размахался здесь. Джойстик для ручного управления, обновление ПО, поиск по голосовому сигналу, состояние расходников, которые пылесос предлагает докупить на Амазоне. Также можно настроить громкость сообщений и световую индикацию, отключить датчики падения. В общем, 360S10 впечатляет набором функций, особенно с учетом стоимости в 26 тысяч. Аналогов в данной ценовой категории просто нет. Среди прочих возможностей вы могли заметить показатель избегания на главном экране. По нему можно определить количество предметов, которые робот успешно объехал. Как это работает, узнаем прямо сейчас, потому что пришло время для тестов на навигацию. С датчиком падения все в порядке, тем более, что их можно в любой момент отключить. Мой черный коврик робот бороздил без малейших затруднений, так что можно смело отправлять его в большое плавание. В пределах комнаты робот действует уверенно. Обметает ножки мебели, обрабатывает пространство под шторами, спокойно заезжает на толстый ковер. Сушилка не борется, горшки и коробки не сдвигает. В конце уборки 360 заехал на ковер и дополнительно прошел его горизонтальными зигзагами, как я и настраивал в приложении. Пороги 15-20 мм может пройти легко хоть со шваброй, хоть без нее, но иногда определяет их как препятствие и отказывается заезжать. Это единственный минус, в остальном полный порядок. Отдельно я проверил функцию определения предметов. 360S10 успешно объехал сетевой фильтр, кроссовок, зарядку для телефона, весы, носки и большую какашку. А вот маленькую какашку не замечает в упор и возит по всей квартире. Кот уже злорадно потирает лапы. Не радуйся, рыжий, моя месть будет беспощадной. Предметы робот не классифицирует
идет и работает только при хорошей освещенности. Так что до какого-нибудь Roborock S7 Max V ему далековато. Все-таки это не активная камера, а DTAF сенсор. Да и стоимость несопоставимая. В целом, у 360S10 технология реализована на том же уровне, что у Dreamy Bot L10 Pro. Может даже получше, потому что нет проблем с коврами. Во всей квартире 360S10 тоже ориентируется без проблем. Последовательно убирает комнату за комнатой. В тихом режиме заряда батареи хватает на 3 часа, а на максималках на 97 минут. За это время пылесос обработал 87 квадратных метров. Для робота с 3D-датчиком скорость уборки выше среднего. Посмотрите, сколько мусора робот собрал, катаясь по дому. И это при условии, что у меня постоянно трудятся его конкуренты. Почти все волосы улетели в пылесборник, на щетку намоталась лишь маленькая часть. Но очистить ее просто благодаря съемным торцам. Касательно уровня шума ничего особенного. Данные вывожу на экран. Это средние показатели для роботов с такой силой всасывания. Производитель заявляет 3300 паскалей. Недавно я начал проверять воздушный поток робота с помощью анимометра. База данных пока небольшая, но могу сказать определенно, что у 360S10 процентов на 30 мощнее, чем у Polaris PVCR 3900. Можно сопоставить результаты. Но это всего лишь циферки на экране. По факту мощности хватает вытаскивать мусор из щелей в 4 мм. А вот теперь покажу реальное качество уборки в тестах с мусором. После запуска робот ездил перекрестными зигзагами, и этого оказалось достаточно для большинства задач. Мусор на ламинате для 360 оказался легкой прогулкой. Он подобрал даже семечки и наполнитель. Тщательно вымел вдоль стен. Всего собрано 98% мусора. С песком результат похуже, только 90%. Все-таки сила всасывания меньше заявленной. Многие пылесосы с показателем в 2500 паскалей справляются лучше. На ковролине 360 показал себя отлично и собрал 98%. Столько же, сколько на ламинате. Только вдоль стен оставился рынок чуть больше. На среднем ковре робот собирает только поверхностный мусор. На глубине ворс не прочесывает, да и мощности не хватает. Результат такой же, как у недорогих аналогов. 60%. В общем, лучше всего 360S10 использовать на гладком полу и тонких коврах. Влажная уборка впечатлила меня сильнее. Я запустил робота с сухой салфеткой, и при этом на кофейные пятна он потратил лишь 3 прохода. После чего уже с намокшей салфеткой за 2 прохода отмыл присохший сок. Большинство пылесосов с этим вообще не справляются. Но, как обычно, остались пятна у стен. В этом плане чуда не произошло. С комбинированной уборкой тоже все в порядке. Вначале робот собрал комки земли и размазал грязь по стенду, потому что микрофибра забилась почти полностью. Повторный запуск с чистой салфеткой решил проблему, и стенд тут же заблестел. При работе на площадях устанавливать запретные зоны не обязательно. Робот и так будет объезжать ковры, если стоит галочка напротив определения ковров. При максимальной интенсивности смачивания бачка хватает на 80-85 квадратных метров, но полоскать салфетку все равно придется чаще. Подведем итоги. 360S10. Инновационный робот, который с гордостью может носить имя нового флагмана 360. Скрытый лидар работает не хуже, чем башенка, при этом пылесос заползает под любую кровать. Определение предметов работает почти идеально, как для пылесоса с 3D-датчиком. Каждая деталька сделана с любовью, а в приложении куча возможностей, включая настройки для каждой комнаты, зоны разного типа и 3D-карту. По качеству влажной уборки 360S10 уступает полотерам, а мусор собирает как робот премиум класса. Единственный серьезный недостаток – фактическая мощность меньше заявленной, поэтому собачья подстилка остается грязной, а ковер в гостиной придется раз в неделю чистить ручным пылесосом. Но если у вас ламинат, можете смело рассчитывать на 360S10, он не подведет. Наконец-то достойный конкурент для Dreamy L10 Pro. На этом у меня все. Если вы уже стали счастливым обладателем флагмана 360, обязательно поделитесь впечатлениями в комментариях. Сомневающимся будет очень интересно. Пишите, понравился ли обзор, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Best Robot. До новых встреч! До свидос, человек!